Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Сейчас у нас на календаре 16 апреля. За окном порядка, наверное, 15 градусов тепла. Я нахожусь, если вы присмотритесь, на станции метро «Университет». По вашим заявкам, по вашим пожеланиям я сюда приехал, чтобы заглянуть в ботанический сад, который находится сразу за этой станцией метро. Погнали! Сейчас на часах у нас 2 часа дня, солнце вышло, хотя последние пару дней, полтора, назовем так, дней, была плохая погода, шел дождь, и я, честно говоря, был на распутье. Поэтому я хочу вас спросить, и задать вопрос. Вот видите, тут даже у нас строят подземный переход. И я хочу задать вам вопрос, а насколько вам актуально и интересно, даже не так, а насколько вам комфортно смотреть видео в дождливую погоду, в плохую погоду? Или все-таки, когда плохая погода, лучше, чтобы я посещал какие-то закрытые рынки, закрытые, возможно, торговые центры, магазины, а уже когда выглянет солнышко, чтобы все было по тип-топ, чтобы все было комфортно, выходить, так сказать, в люди на улицы города. Напишите в комментарии прямо сейчас, что вам более комфортно, когда плохая погода. Парк Ботсад, кстати, вот вход один, и вот вход с той стороны второй. А это вход в станцию метро «Университет», кто не видел. Видите, я не знаю, сколько она лет не менялась, но выглядит вот так. Пока мы не зашли, небольшое вступление. Метро «Университет» было открыто в 1960 году и, на минуточку, имеет глубину 87 метров. Много это или мало? Это, конечно же, много, потому что даже 2 пролета. Кстати, метро «Арсенальное» в Киеве 105 метров. Делите на 3 и получите высоту в домах. Когда-то, когда его только-только открывали, тогдашние партийные вожди не нашли для вот этой вот станции метро «Универ» более подходящего места, чем центральный вход в Ботсад. И до этого, пока этой станции метро не было, красивая воздушная арка с колоннами, которая была, сейчас вот немного от нее осталось, ее снесли, ее просто разрушили до основания, и по сути с тех пор у Ботсада, вот этого Ботсада на университете, он называется Ботсад имени Фомина, по сути нету главного входа. Плюс, когда станцию метро эту строили, на площади около полугектаров уничтожили все живое. Вот такие вот пироги. Давайте спросим, что у нас по ценам, какие у нас цены на квиточки, на тюльпанчики. Добрий день, а в яку ціну у вас тюльпани? По 10 гривен. По 10 любой, да? И набираем и все. Набираем. Набираем. Эти по 15. А, эти по 15, да? Да. Понял. А це домашні, да, у вас яйця? Конечно. Скільки, це десяток у вас? Тільки десяток. Це вчорашні, позавчорашні яйця. Скільки десяток? Тільки десяток, більше немає. Скільки? Скільки 30 коштує? гривень, А, я все, сказала. зрозумів. Зрозумів. Що це у вас? Груша. А, це у вас навіть на замовлення можна, да? Номер телефону написали. Конечно. Нічого себе. Скільки коштує? 100 гривень кіло. 100 гривень. Це звідки вони? Жмеренки, бо поки вона добра. Надо. Жмеренька. Що це ви не можете нічого купити, такі бідні, треба купити. А це вже нові чи теплиця? Можуть бути нові, вам стільки А, років. все, зрозумів. Це з осені груша. Ага. Осіння. Зимова бера. Я Бера. її по 120 вам сказала, що я за все попродала. Ага, зрозумів. Всі беруть доктора. Не купують нічого, ви так реагуєте? Я вже пустила. А, зрозумів. Зрозумів. Такі покупателі. Бабунечка, щось хочете? Добрий день, а в яку ціну, скажіть, що у вас, що по чому? Оці по 12. По 12. По 12. Отакі по 8. По 8? Да. А ці по 6. По 6. Ага. А оці? А ці по 5. По 5. Штучка, да? Одна. Що ви бажаєте купити? Зрозумів. Дякую. На які ви хочете? А це що за квіти, скажіть? Ну, необичні весняні квіти. Весняні. Це по 50 тут. По 50. Пакетики по 50, то це любі. Ага. А це тюльпани ви звідки? Це що, де їх вирощують? Зривають? Дома. Дома, да? Вам адрес сказати? Ні, я просто цікавлюсь, не треба мені адрес.
Зрозумів. Це не без землі. З бобрика. Так, так, на землі це. Красиві, красиві, дякую. Добрий день, в яку у вас ціну? Дивіться, такі букетики по 100 гривень, тут 20 чим-то штук. Ага. Такі по 10 гривень, такі по 15, такі по 10. Ага. Ну, від 5 гривень за штучку, да? Десь так. Ну, це такі самі пахучі. Будете брати Ага. 3 в один букет, а буде 240, для красивих. Да, да, пахучі. Оцей саме пахучий. А що це за квіти? А, це тюльпан, так? Тюльпанчики. Тюльпан. А тюльпани в яку ціну у вас? 20. У вас такі замість поліетилену у вас газетки такі. Ні, ну є екоформа. вітрини, Ні, ну це правильно, бо. Просто вони лучше зберігаються на вітрині. А як ви купляєте, завертаю в поліетилен. Угу. А, зрозумів. Зрозумів. Дякую, дякую. Так, друзья. Заходим в ботсад и смотрим, что у нас тут есть. Честно говоря, не был тут, наверное, лет 100 уже в этом ботсаду. В Киеве 2 ботсада. Один. Добрий день. Підставки по телефон. Цікаво. А в яку ціну у вас так? 450. Будь-яка, да? Такі. Дивіться, я роблю їх на 4. Так, раз. Ні, я дивлюсь, це ж наліпка, да? Чи це? Ні, це все мальовано. А, Це, оце, да, це декупаж. Це ага. картинка. Да, ну я а знаю, тоді да. А тоді Перебивається, малюється, наче. да. Красиво, так, нестандартно. Воно зручно. Реабілітологи. 27 кг, тому телефони треба отак класти. Угу. Щоб цей Нагрузка шия, така, да. А це кудись, да, можна вішати? Це... Можна, шоветочку, Зрозумів. ключики бери такі, що можна колбаску, сирочок, Угу. чашечку просто ставить. Є чашка. Ви сказали 450, да? Ага, зрозумів. Дякую, дякую. Вот такие вот на входе красивенные. Сегодня, несмотря на то, что будний день, сегодня вторник, количество людей в ботсаду, я думаю, что оно большое, потому что в Киеве сейчас цветут магнолии, отцветают они очень быстро, и это порядка, наверное, неделя-две максимум. И вот посмотрите количество людей. Вот там вот у нас вход, все заходят и двигаются на фотозоны, если так можно назвать. В Киеве два ботсада. Один на Печерске, он называется Гришка, имени Гришка, и один на метро Университет, он называется имени Фомина. Вот красота, красота. Мне уже нравится. Кстати, по погоде, да, минуточку вашего внимания касательно погоды. По погоде все просто, кто в чем называется, да. Паша, конечно же, да, в жилеточке, потому что двигается не быстро и может подзамерзнуть. А люди, я даже вижу в футболках. Вон паренек пошел в футболке. И судя, потому что у него в руках ничего нет, ни куртки, ничего, ему комфортно. Вот девушка, видите, даже на шортах. Есть около входа экспресс-бар вот такой. Можно заскочить, попить чайку, тоже вроде бы как млынцы. Видите, вывеску сверху. Ну, а мы давайте с вами пройдемся. Пройдемся и посмотрим, что делают люди в будний день в ботсаду, сколько их, что цветет, да и просто жизнь в Киеве в апреле месяца 2024 года. Кстати, вон там вот с той аллеи, давайте 20 метров пройду, там боковой вход в этот ботсад. Кому ближе, допустим, с Крещатика, кто идет, может зайти через тот вход, вполне тоже комфортно. Что у нас по ботсаду? По ботсаду у нас все просто. Открыт, заложен, не открыт, а заложен в 1839 году. Друзья, вы вдумайтесь, еще перед Первой мировой, 1839 год. Во время оккупации Киева в здании ботсада устраивали казармы, рубили деревья, много повырубывали. В 1943 году вывезли в Германию ценные растения, ценные кусты, ценные всякого рода
деревья, поэтому как бы он, так сказать, немного опустел. Еще один поставили памятник, сейчас подойду, посмотрю к нему, потому что раньше его не было. Что он обозначает, ну, скорее всего, це полеглим, мабуть, героям. Вот такой вот интересный флаг. Паркова скульптура встановлена на честь воїна-добровольця 12-ї бригади, студента, японіста Київського національного університету Воєводіна Ігоря Олеговича, позивний Стіч. Загинув, захищаючи незалежність України поблизу Креміна Луганської области. Поэтому, видите, вот такой вот Стич установлен. Здание входа в метро, вот оно у нас справа сейчас будет по курсу, оно закрывает эскалатор. Я такую вычитал интересную информацию, что когда ставили второй пролет эскалаторов, то они по каким-то неведомым причинам, я не знаю, не вдавался в детали, они выходили на поверхность. Вот люди, видите, трапезничают, сидят. Они выходили на поверхность, и, получается, их надо было как-то закрыть. То есть просто так, видимо, отрезать, обрезать кусок эскалатора возможности не было, и поэтому соорудили вот такую вот закрытую станцию чтобы закрыть, по сути, и все, только из-за этого. А так можно было просто, знаете, прям в горе выдолбить вход, проход, и все было бы отлично. Парк ботанический, в котором мы сейчас, он делится на две части. Он делится на открытую, где вход без билетов, без ничего, вообще бесплатно, и на закрытую. Закрытую, как-то она так называется, научно-исследовательская часть. Туда есть экскурсии, да, в любую часть, в открытую, в закрытую есть экскурсии. Посмотрите, кто хочет в инете, какие цены, как их заказать, номера телефонов, мейлы, все есть. Видите, сейчас будний день, я даже не представляю, что тут будет твориться на выходных, если, конечно, будет погода позволять, потому что если сейчас уже, можно сказать, очереди на фотографирование, то на выходных тут просто, наверное, во-первых, конечно, по традиции вытопчут всю траву, а во-вторых, просто будут глобальные очереди. Сакура. Это у нас сакура 20.05.15. То есть логика какая? Я так предполагаю, не знаю, поправьте меня, если это не так. Некий подарунок Алены Гуменюк вкопали, заплатили деньги и повесили табличку. Как в этих, знаете, в зоопарках. В зоопарках, когда есть некий куратор определенного зверя, ну, по крайней мере, в Киевском зоопарке, и он финансирует этого зверя там всякими лакомствами, деньгами. Вот можно потом будет сказать, что у меня есть свое дерево посаженное. Вот так вот у нас, видите, цветет сакура. Вход в парк, вход-выход с одной стороны, и со второй стороны у нас есть. Вот я вижу, девушки идут, судя по торбам, судя по платью, одеянию, скорее всего, идут на фотосессию, потому что кулечки и стульчики у них есть. Вот другое цветущее у нас интересное дерево. Это тоже сакура. Я вижу издалека, не сильно буду близко подходить, чтобы не вытаптывать. Тоже Алена Гуменюк, 2010 год, 14 лет тому. Вот посмотрите, какая красота. Мне нравится этот парк тем, что тут большое количество лавочек, большое количество привалов, большое количество деревьев, которые создают настроение. И в то же время маленькое количество людей, когда цветение перестает. Вот даже в отличие от парка Шевченко есть, даже посмотрите, есть столик с шахматами, только непонятно почему есть только один стул, а второй стул человек должен играть, наверное, стоя. Кстати, друзья, я, честно говоря, был, знаете, настолько, судя по всему, давно, что я не помню эту реконструкцию. То есть я заходил через боковой вход и где-то там спускался. А если говорить про
мое детство, когда мы тут спускались на санках, то это происходило как? Ты приезжаешь на станцию метро, там, или пешком, или на троллейбусе, выдвигаешься сюда, вот тут вот прям, вот тут, где стою, ставишь санки, поставил и погнал вот туда, в самый низ. В те времена вот таких вот ступенек, таких пандусов еще не было. То есть тут были просто такие американские горки в виде даже не брусчатки, а в виде просто асфальта, который помогал скользить даже при отсутствии льда и снега. Вот это у нас тоже, наверное, сакуры разного рода. Красно-белый. Красный, конечно же, смотрится намного лучше. Намного красивее, я бы так сказал. Вот там вот закрытая часть за заборчиком. Закрытая от людей научно-исследовательская зона. Видите, вдалеке виднеется гостиница «Хилтон» около метро «Университет». Люди гуляют, все. Классное настроение. Сегодня утром еще, вот совсем недавно, еще буквально часа 3 назад, было, ну, просто отвратительная погода, потому что еще шел дождь, и только это все вот стабилизировалось и выглянуло солнышко. Как можно вот такое вот допускать? Ступени, ну, видно же, да, что это навье. Обложили плиткой, обложили брусчаткой. Фонтан, да фиг с ним, пусть он будет полуразрушенный, полуразваленный, не знаю, мне кажется, почему-то мне так кажется, что он рабочий, как-то он выглядит так плюс-минус. У кого-то дневной сон, у кого-то прогулки под открытым небом. Ну, по крайней мере, на удобных лавочках можно посидеть, позагорать. Лавочки с большой спинкой и очень комфортно. Кто в футболках, кто в шортах, кто без футболок, без курток. Вот, посмотрите на минуточку. Класс. Ну, это просто тут каждое место, каждая локация, да, вот где вы идете, вот останавливаетесь и просто делаете фотку. Каждое место — это фотообои. Классные, интересные фотообои, которые можно размещать на рабочем столе своего телефона или компьютера. Через этот парк удобно ходить людям, которые, допустим, приезжают, допустим, на метро «Университет» и выдвигаются потом в сторону Льва Толстого. То есть просто проходите сквозняком этот парк и получаете и удовольствие, и получаете и ходьбу. Я не помню, сколько говорят, что в сутки нужно проходить шагов. 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч. Вот как раз восполняете нехватку. Друзья, вот, наверное, все-таки память меня подвела, и, скорее всего, возможно, реконструкция затронула частично, но я говорил как раз вот про этот асфальт. Вот с этого места, может быть, оно было в те времена, во времена моего детства чуть повыше, вот тут вот ставим саночки, и по вот этому асфальту, для которого необходимо просто чуточку покрытия снегом или льдом, мы несемся в самый низ, и главное не впиляться в забор на санках. Очень комфортная, плюс-минус пологая, вот такая вот пологий наклон для, ну, наверное, того, чтобы не разбить себе нос, голову и лоб. 15 секунд музыкальной паузы. Ну вот примерно вот так это выглядело на санках, только
в 2021 году санки заменили электробайками и электросамокатами. Но суть, я думаю, вы уловили. И погнали. Парк небольшой, этот ботсад, по сравнению, конечно же, с Гришка на Печерске, там просто размахи колоссальные. Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы я туда заглянул вот, в самое ближайшее время и осветил, да, показал вам количество людей, количество цветущих, сакур, магнолий и тому подобных, конечно же, вы можете что сделать? Вы можете прожать пальчик вверх, вы можете написать коммент в комментарии, коммент в комментарии, да, такая тавтология. Можете написать что-то в комментарии для того, чтобы я понял, что вам нужно отправить Пашу в новое увлекательное путешествие в парк, в ботсад Гришка на метро Печерск. Ну и, конечно же, вы можете подписаться, потому что подписка для вас это плевое дело, а для меня это развитие канала, это помощь в развитии канала, это пинок для того, чтобы я снимал новые видео, потому что большинство, подавляющее большинство вас, подавляющее, вот просто большинство вас, они смотрят видео без подписки. Я это вижу, и это как-то, совсем грустно. Поэтому, друзья, подписывайтесь, помогайте Паше в развитии канала и поддержки. Вот такая вот, видите, детская площадка. Но она давно тут стоит на самом деле для детишек. Очень увлекательно, очень классно. Приходите сюда с родителями. Конечно же, по традиции над площадкой нет никаких ни деревьев, и поэтому летом, когда у нас солнце плюс 40, дети солнечными ударами играются на площадке, а осенью, весной это более комфортно. Не первый раз вижу, когда старшее поколение кшикает, пшикает на голубей, не подпуская их на расстояние вытянутой руки. Потому что якобы они там переносят то ли какую-то заразу, то ли какие-то болезни, именно голуби, как их там называют, летающие крысы, не крысы. Мне, честно говоря, вообще фиолетово. Хоть пусть на голову садятся, главное, чтобы не гадили. Все детство кормили голубей, уток и тому подобную живность, и ничего с нами не случилось. Правильно? Правильно. Кто согласен, палец вверх. Смотрю, друзья, сильно много не изменилось. Вот, по крайней мере, вот в нижней части. Если в верхней там что-то отремонтировали, отреконструировали, еще положили плитку какую-то, положили какие-то обновы, и то очень бы поспорил, на что хватило денег или как. Ну, очень как-то это все печально. Вот посмотрите. По сути, вот это домик, где руководство живет. И если перед домиком еще куда ни шло, наверное, выглядит все отлично, то за ним вот такой вот убийственный асфальт. Но для детей, конечно же, зимой, вон оттуда, с самого верха, там, где сейчас идут люди, там уже заканчивается, там верхушка. Там забор, выход и верхушка. И вот оттуда со скоростью человека-молнии можно было съезжать вот сюда, вот в самый низ, где сейчас стоят автомобили. И все. И там тормозите в самом низу. Или если с разгона не хватает скорости, точнее хватает скорости, но не хватает сил затормозить, вы просто пролетаете наверх, где уже идет подъем в верхнюю часть парка. Все, тем самым и тормозите. Друзья, сегодня у нас такой маршрут без цен, хотя это не точно. У меня сегодня еще 2 локации. Я, честно говоря, не знаю, насколько выйдет длина этого ролика, но сейчас я иду, знаете куда? Я иду на велотрек. Культовое место, отремонтированное Кличко. И, в принципе, на сегодняшний день оно рабочее, оно активно. И там довольно-таки интересно. И сразу после велотрека, рядышком, там я залетаю просто в последние минуты работы на рынок, для вас покажу цены, для вас покажу ассортимент, для вас покажу, что люди покупают, что люди продают. Будет ли это в этом ролике или в следующем, я еще не знаю, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить тот момент, когда оно, конечно же, будет на канале. Ну а пока мы с вами двигаемся обратно ко входу в парк и проходим эти чудо цветущие сакуры. Поднялись мы немного наверх, повыше, вернулись, так сказать, ближе ко входу, вернулись в это
в эту красоту. Как тут не остановиться на секунду, не остановиться на минуту для того, чтобы насладиться запахом, насладиться природой, не сделать какую-то фотографию. Вот видите, многие фотографируют, снимают не только сакуры, но и каких-то жучков. Интересно. Мужчина только что в огромную лупу смотрел, рассматривал какого-то небольшого жучка. Вон тот вот мужичок. Видите, наверное, сорвал где-то с дерева и изучает. Очень удобна эта локация тем, что тут рядом есть какие-то кафешки, какие-то магазинчики, то есть можно заскочить, что-то взять, да, там какую-то, допустим, мороженку, какой-то пирожок, бублик. При входе в парк часто продают. И потом просто это все дело употребить. Вот еще одна скульптура. Там мы видели про студентов, а это у нас написано «Стань рушієм тих змін, які бажаєш побачити у світі». И описание следующее. Честно говоря, мало что понимаю. Магатма Ганді був лідером ненасильницького визвольного руху за незалежність Індії від британського колоніального панування. Його незламність, мужність та співчуття до пригнічених відомі у всьому світі. Міжнародний день ненасильства відзначають щороку 2 жовтня у річницю дня народження Магатми Ганді. Вот такой вот у нас интересная локация. Кто-то, видите, пришел на привал, на доске для шашек. Можно перекусить. Вот в этом случае как раз очень удобно. Один стульчик, чтобы никто, не дай бог, не подсел и не начал с вами объедать ваш обеденный перерыв. Красота. Вот если сравнивать розовый, да, красный, вот эти вот цвета с белыми, мне лично нравится больше красные. Они как-то более контрастные, они более бросаются в глаза, более яркие. Сейчас, если выглянет солнышко, конечно, будет намного ярче, намного контрастнее, намного интенсивнее все цвета, но я уверен, что, друзья, даже в таком виде это все очень и очень симпатично выглядит. А вам какие цвета больше нравятся? Красные, такие вот розовые, или белые, светлые? Белые, белые, красные. Напишите в комменты, які вам більш до вподоби. Посмотрите, какое огромное дерево сакура. Класс. Сюда можно, знаете, даже заходить вот до того вот парапета, до нижнего, тут фотографироваться и все, и выходить. Просто насладиться прогулкой, насладиться запахами, насладиться атмосферой, насладиться, можно, если так сказать, людьми. Может быть, кто хочет, наслаждается, как говорят, выйти в мир, да, на людей посмотреть и себя показать. И это все очень-очень запоминающееся. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, на апрель 2024 года, когда по городам Украины каждый день прилетают ракеты, каждый день люди вздрагивают от воздушных тревог, от сирен и всего остального. Поэтому хоть иногда, но я считаю, что люди должны устраивать себе вот такой вот мини-праздник, мини-вылазку, какую-то такую позитивную атмосферу и позитивный настрой. Кафешечка небольшая, но довольно уютная. Давайте посмотрим, что мы тут можем замовити. Ось тут у нас ціни. Млинці солоні без начинки 18, сулугуні 48, сьомга 88, млинці солодкі, сир 42, варене згущене молоко 38. Добрий день. Доброго дня.
Тут от млинці, дивіться, такі шик. Величезний млинець. Круто. Це у нас буде, мабуть, сьомга з томатом. Клас. Все, треба вставати в чергу. 48, вот тот, который сейчас парень делает млинец, 48, да, 48 гривен стоит. 48 гривен, кто у нас в ценах не ориентируется. Привет. Это около 1 евро, это чуть больше, может быть, 1,2. Если в долларах, соответственно, делите на 38. Если в евро делите, даже не на 38, в долларах делите на 39, в евро делите на 42. То есть это примерно там где-то 1,2 доллара, там 1,3, чуть больше. Вполне адекватно, вполне вменяемая цена. Так, друзья, все, я иду на ту сторону, то есть у нас маршрут, мой сейчас маршрут займет порядка, наверное, 10 минут до велотрека. Не знаю, если по дороге сейчас будет что-то интересное, какие-то декорации, локации, я обязательно это сниму. Если не будет, вы просто телепортанетесь сейчас вместе со мной сразу к велотреку. Пироги, я бы даже сказал. Называется пироговая Николай. Это у нас соленые, это у нас сладкие. Видите, вот показатель того, как нужно ставить машину. Видите, прямо на тротуаре. Ничего страшного. Человеку удобно, главное, что потри спину на фарт, да? Прям спина золотистая уже. Полноценный рабочий формат, рабочая локация для тренировки спортсменов, которые проходят тут почти каждый день.